Всем привет! Предлагаем вашему вниманию отрывок документального фильма о первой учительнице Димаша Кудайбергена, художественном руководителе Актюбинской областной филармонии имени Жубановой, отличнике культуры Республики Казахстан Дине Ниязовой. Фильм вышел на канале Абай ТВ. Ссылка на фильм в описании видео. Не забудьте зайти на канал, поблагодарить авторов фильма. У нее абсолютный слух, и еще она умеет подбирать любую мелодию в любой тональности. Вы вот начинаете в любой тональности, удобной себе, она не будет искать, она сразу попадает на эту тональность и начинает играть. Вообще сотрудничать с ней, работать вместе, это, я бы сказал, что это не работа, а одно удовольствие. С ней не петь, чтобы студенты не пели, это невозможно. Это не голые слова. Просто столько лет мы сидели в одном классе, столько выпускников наших, которые сейчас составляют основной костяк нашей филармонии имени Газизы Ахметовны Жубановой. Она была бы украшением любого театра, как концертмейстер. Но она почему-то вот выбрала именно свою малую родину и очень продуктивно работает. Многие учащиеся желали, чтобы она была их концертмейстером, поскольку она их очень хорошо понимала. Я думаю, наверное, потому что Дина играла не только на инструменте фортепиано, она была и обучалась игре на домбре, аккордеоне. Говорят, что имя определяет судьбу, и это, наверное, не случайно, потому что, когда ее родители называли, дали ей имя Дина, они хотели, наверное, чтобы она была как Дина Нурпиисова, известная казахская домбристка. Ну и Дина, я думаю, оправдала эти надежды. Пианистов у нас немало, но в основном они играют по нотам и классическую музыку. А Дина, она всеядная. Она играет в разном направлении, в разных жанрах. Как я говорил, и джаз, и рок, и современную музыку, музыку различного направления. И также большой плюс, наверное, Дины в том, что она замечает молодых музыкантов и помогает им. Для музыканта очень важно пережить какие-то эмоции самому в жизни. Любовь, потери, да, какие-то страсть какую-то и так далее. Для того, чтобы это было в музыке, ты должен это понимать, как это было вообще, чтобы ты прочувствовал. Потому что характер музыки абсолютно разный, допустим. Очень много, да, лирических тем, романтических тем, допустим. Тебе говорят, что ну вспомни там свое состояние, а ты еще этого не испытывал. Это невозможно применить здесь, потому что ты еще не знаешь вообще, что это такое. Поэтому, наверное, важно все-таки созреть. Вот. И я понимаю, что любые испытания, данные человеку, они даны для чего-то. С первыми испытаниями Дина Ниязова столкнулась еще в школе. Девочка сочиняла музыку и мечтала стать композитором. Детскую мечту когда-то доверила педагогу. С тех пор прошло много лет, но концертмейстер все еще помнит слова учителя, глубоко ранившие ее сердце. Я получила свою двойку. Все было исписано красной пастой о том, что это бред полный, что мечтать об этом я не имею права. И все, и на этом как бы моя композиторская карьера закончилась, потому что я глубоко была очень ранена. Ну, это, наверное, какое-то маленькое испытание было дано. Может быть, зря я перестала. Может быть, не знаю, надо было найти какие-то нужные слова. Ну, я все-таки была маленькая, мне было лет 10, наверное, 10-11. Вот. Ну, я понимаю, что может быть и правильно, потому что как бы с пути-то я все равно в любом случае не сошла. Вот. Доказать что-то сейчас сложно, человека этого уже нету в живых. Вот. Поэтому время само все расставило на свои места, как должно быть.
Стойко преодолевать трудности девочку научила мама, преподаватель музыкальной школы в райцентре Алга Актюбинской области. Здесь учились все 5 детей их дружной и большой семьи. Маленькая Дина еще в детстве поняла – музыка – ее стихия. Дину отдали мы на фортепиано. Тогда же мечта была у всех. Папа купил в кредит. Тогда дорого стоило пианино. Я слушаю ее, на ее концерты хожу. Вот прямо заряд я беру. Честно, я в таком возрасте, мне кажется, я даже в зале одна единственная такая белоголовая. Приезжай. Вот недавно у нее творческий вечер был. Это было что-то такое. Я ей плакала. Потому что она никогда не пела, пела вот этот раз. Ага. Жаль, что папы нет. Папа обрадовался. Родилась с каким-то хорошим слухом, наверное. Но я никогда не считала себя какой-то исключительной, потому что я сама собой не научилась всему тому, что я уже потом, допустим, взяла какие-то знания и в колледже, и в консерватории, в музыкальной школе. Все оттачивается, все это, естественно, через труд однозначно, потому что все эти занятия ежедневные, там какие-то еженедельные, сольфеджио, теория музыки, которые дети терпеть не могут, это все очень интересно, когда ты все-таки пытаешься в это погрузиться, когда ты понимаешь, как это делается изнутри, это настолько становится просто увлекательным занятием. Читка с листа мне все время говорят, ну как у тебя же такая читка с листа? Читка с листа сама не приходит, только читая она придет. В музыкальном колледже со студенткой приключилась удивительная история. Всего несколько фраз, произнесенных педагогом, раз и навсегда изменили жизнь пианистки. Потрясающий педагог Галина Николаевна Скурытина. Это мой педагог по теории сольфеджио и гармонии в музыкальном колледже. Все 4 курса она преподавала мне. А на первом курсе получается, что я, как все дети, которые приезжают и живут в общежитии, чувствуют абсолютную безнаказанность. То есть вот тот контроль, который был у меня дома, та строгая мама, которая была у меня, здесь у меня никого нет, я самостоятельная единица, могу делать все, что я захочу. Я перестала ходить на занятия. Она меня остановила в коридоре и в такой очень неприятной для меня форме. Она стала меня отчитывать. Она меня не ругала. Она просто мне стала говорить о том, что я не достигну никогда успеха в профессии, что я абсолютно случайный человек, бесспорно талантливый, но случайный, потому что просто неправильно себя сейчас веду. И она сравнила, вообще она мне сказала, ты, говорит, как сосуд, вообще человек как сосуд. И вот этот сосуд, он наполнен талантом, но этот талант не безграничен, он когда-нибудь закончится. И когда ты, говорит, придешь к тому, что ты, не дополняя знаниями какими-то определенными, будешь сошкрябывать все это, говорит, со стенок своего сосуда, вот тогда я на тебя посмотрю. И я помню, как я плакала. У меня такие крупные слезы были, потому что я смахивала их с лица. Я помню, я вся была мокрая, потому что, на самом деле, это было почему-то для меня очень обидно. То есть, во-первых, мне никто никогда не говорил, что я очень талантливый человек. Она впервые тогда мне это озвучила. И все, я больше после этого я не пропускала ее занятий. Для меня это был такой очень переломный момент. Этот урок Дина пронесла через всю свою жизнь. И теперь уже Дина, педагог, не скупится на похвалы и поддержку собственных учеников. Она отзывчивый и неравнодушный наставник, умеет заинтересовать ребенка, найти подход, а главное – стать ему другом. Дина Амангазиевна взрастила немало талантливых артистов. Один из них – Димаш Кудайберген. Она первой разглядела удивительный дар будущей мегазвезды. Он просто хотел бежать впереди паровоза. Он соображал лучше, чем он мог это себе физически позволить. Ему хотелось играть сразу аккорды, а так не бывает, ручка-то маленькая. А он мне показывает, как он говорит, вот такой, надо эмблем, раз нажимать, надо эмблем.
А ему не надо так еще играть, надо поставить только ручку, чтобы, естественно, не навредить ему. Я сразу сказала родителям, что у него абсолютный слух, потому что он все идеально слышал. Мы с ним первый раз вышли. Вот интересно, он у меня обучался на фортепиано, но вышли мы с ним первый раз на сцену музыкального колледжа. Он вышел как певец, а я как его аккомпаниатор. Песня называлась «Ахтубе» Эдуарда Глумова. Вот он ее пел. Маленький такой. Вот. Он еще тогда не знал, что такое сцена. Он особо и не боялся. То есть он вышел, спел, очень достойно себя вел. То есть не струсил, не убежал, не заплакал, как многие детки делают. Нет, он абсолютно спокойно вышел. Все умилялись. У нас есть общая фотография, я сижу за роялем, он стоит маленький. И вот, получается, в 2019 году у нас был конкурс международный «Бах-Табала». И Димаш пел в гала-концерте в самом конце, в финале был его номер. Он вышел на сцену, я должна была ему играть. Он сделал предисловие, и меня заранее не предупредив, он меня вывел на середину сцены и представил меня практически всему миру. Он сказал о том, что я его первый педагог, о том, что он помнит, что 20 лет назад мы с ним вышли на сцену, тогда впервые в качестве все-таки вокалиста. Вот. И что мы сейчас попробуем повторить то, что было 20 лет назад. Пели, конечно, мы с ним уже народную песню. Вот. Так что это такая очень особая, теплая страница в моей жизни, все, что связано с Димашем. Для меня было важно сохранить с ним дружеские отношения. С любым ребенком важно сохранить дружеские отношения. Не обязательно только это касается Димаша, я имею в виду с любым другим ребенком. То есть я никогда не могу наказывать, бить линейкой по рукам, ставить двойки. Это вообще не про меня. Я считаю, что музыке так научить невозможно. Ее надо как-то, я не знаю, открыть ребенку, попробовать ему показать ее грани. Berapa